Есть места, которые меняют представление о том, как может выглядеть планета Земля. Застывшая лава, кратеры, черная пустыня без единого дерева. Пейзаж больше напоминает Марс, чем обитаемый остров. Кажется, что жизни здесь быть не может. Но не стоит недооценивать человеческую изобретательность. Там, где природа создала пустыню из пепла и камня, люди научились не просто выживать, а создавать свой мир. Здесь выращивают виноград в лунках из вулканического камня, прокладывают дороги сквозь лавовые поля и строят белоснежные дома на берегу бурлящего океана. Это место, где человек однажды понял: с природой не нужно бороться, с ней нужно договариваться. И сегодня мы отправимся в путешествие по этому удивительному острову. Добро пожаловать на Лансароте! Спасибо всем, кто поставил лайк этому видео, подписался на канал. И давайте начинать! Первым делом немного поговорим о том, что такое Лансароте и как он устроен. Это 4-й по величине остров Канарского архипелага. Длина около 60 километров, ширина 25. Площадь чуть больше 800 квадратных километров. Звучит компактно, но на деле этого хватает, чтобы уместить несколько климатических зон, десятки пляжей и 300 вулканов. Население Лансароте около 155 тысяч человек, но каждый год сюда прилетает больше 3 миллионов туристов. При этом остров не выглядит переполненным, во многом благодаря строгим архитектурным нормам, о которых мы еще поговорим. Несмотря на скромные размеры, без машины здесь делать нечего. Общественный транспорт есть, но ходит редко и не слишком удобно. Основные достопримечательности разбросаны по всему острову. Вулканические поля на юго-западе, виноградники в центре, а пляжи практически по всему побережью. С таким разбросом локаций особенно важно выбрать правильную базу. Мы остановились в небольшом домике недалеко от города Тигисе, аутентичного исторического центра острова. Отсюда удобно добираться до всех ключевых локаций. Минус только в том, что сам домик находится на отшибе, и вокруг особо негде гулять. Но для нас это не было проблемой. Мы искали спокойное место для проживания и отправную точку для исследований. И раз уж мы говорим о жилье, стоит упомянуть еще один важный момент. Лансароте знаменит тем, что лето здесь круглый год. 300 солнечных дней в году, средняя температура зимой 21 градус, летом 28. Дождей почти нет, океан теплый, и создается впечатление, что это теплое райское место. Но есть один нюанс. В домах довольно прохладно. Температура примерно такая же, как и на улице. Причина проста. Просто в них нет отопления. Климат здесь считается довольно мягким, и никто не счел нужным заморачиваться с обогревом. И если днем это не проблема, то вечером, когда температура опускается до 13 градусов, становится жутко холодно. И, конечно, странно немного мерзнуть на острове вечного лета, но как есть. За то, что действительно работает безупречно, это визуальная гармония острова. Так что переходим к следующей главе – эстетика острова Лансароте. Куда бы ты ни поехал, везде одна и та же картинка. Белые дома с зелеными или коричневыми ставнями, низкая застройка, чистые линии. Ни одного здания, которое выбивается из общего стиля, ни одного рекламного щита, ни одной высотки. Все выглядит так, будто весь остров спроектировал один архитектор. И так оно, в общем-то, и есть. На острове действуют строгие правила. Запрещено строить здания выше 2 этажей. Все фасады должны быть белыми. Ставни и двери окрашены только в зеленый, коричневый и синий. Полный запрет на рекламные щиты, баннеры и вывески ярких цветов. Новые постройки должны гармонировать с ландшафтом. Никакого бетона на виду, никаких стеклянных коробок. Крыши только плоские, в традиционном канарском стиле. Эти правила звучат как утопия, но они работают. Лансароте – единственное место, где массовый туризм не превратил остров в хаос из отелей и торговых центров. Здесь до сих пор можно увидеть, как выглядит баланс между развитием и сохранением. Все это стало возможным благодаря Сезару Манрике. И, пожалуй, лучшее место, чтобы понять, кто вообще был этот человек.
И почему Лансароте выглядит именно так, а не как обычный курорт, фонд Сезара Манрике. Сам фонд размещен в доме, построенном прямо на застывшей лаве, в потоке из извержений 1730 года. Верхний уровень предельно лаконичен. Белые стены, чистые линии, стирающие границу между домом и пейзажем. Никакой вычурности, только свет, воздух и ощущение пространства. Все, что Сезар Манрике проповедовал для Лансароте, он воплотил сначала в собственной жизни. Снаружи открывается потрясающий вид. Черная застывшая лава и огромные кактусы. Все здесь не конкурирует с природой, а лишь аккуратно подчеркивает ее масштаб и характер. Нижний этаж дома – это несколько натуральных лавовых пузырей, соединенных между собой тоннелями. Манрике использовал естественные углубления и пузырьки лавового поля как основу для помещений. Вместо того, чтобы выравнивать землю, он подстроил архитектуру под рельеф. Один пузырь стал гостиной, другой – зоной отдыха, третий – открытой площадкой с водой. Лава остается видимой, ее формы задают пространство, они декорируют его. Внутренние зоны соединены между собой переходами, так что дом ощущается единым целым, полностью встроенным в вулканический рельеф. Архитектура подчиняется природе, а не наоборот. Но при этом чувствуешь, что пространство создано для жизни, а не только для эффектного вида. Когда я осматривала музей и некоторые личные вещи Манрике, у меня сложилось ощущение, что этот человек действительно умел и любил жить. Яркие цвета в интерьерах, открытые пространства для встреч и вечеринок, бассейн под звездами. Он не строил мрачные бункеры из лавы, а создавал пространство, где можно и погрустить, и пофилософствовать, и повеселиться от души. Он был не политиком, не миллиардером, просто художником и архитектором, который родился на Лансароте и не хотел, чтобы его остров превратился в бетонные джунгли. Он лично встречался с чиновниками, убеждал, спорил, проектировал и в итоге добился невозможного. Лансароте стал первым местом в Европе, где туризм развивался по правилам природы, а не застройщиков. Сейчас здесь не просто музей, а именно фонд, который продолжает идеи Манрике, защищает ландшафт, борется с визуальным шумом и напоминает, что красота – это ресурс, который тоже нужно сохранять. Если вы хотите понять Лансароте, начинать знакомство с островом лучше всего именно отсюда. Но не только эта локация связана с именем Сезара Манрике. На острове их несколько, мы не будем, конечно, все их объезжать, но посетим парочку. Следующая точка – одна из самых популярных достопримечательностей Лансароте. Не могу сказать, что она изменит ваше представление о смотровых площадках, но локация действительно интересная. Главное волшебство здесь – незаметность. Площадка не торчит из скалы, она органично сливается с утесом. Это не просто балкон над пропастью, а целая архитектурная иллюзия, встроенная в скалу на высоте почти 500 метров над уровнем моря. Смотришь вниз, и перед тобой пролив, остров и Атлантика. При этом океан кажется настолько близким, что его почти можно коснуться рукой. Но любоваться долго вряд ли получится. Виной жуткий ветер. Хотя, возможно, нам просто не повезло с погодой. К счастью, внутри есть небольшое кафе, где можно передохнуть и выпить кофе. Вид практически тот же, но сидеть внутри гораздо комфортнее. Все выполнено минималистично, без лишнего шума, идеально вписано в ландшафт. Для Манрике это была частью более широкой идеи – подчинить архитектуру природе, а не рынку. Удивительно, что Сезар Манрике все-таки смог воплотить свою идею в жизнь, потому что когда на чаше весов деньги и эстетика, чаще всего побеждают деньги. Мы привыкли к тому, что окружающая среда часто становится разменной монетой. Ландшафт меняется, природа уступает место коммерции. И оттого ценнее, что с этим местом этого не произошло. И интересно, что Манрике отстоял не просто какую-то застройку, а отстоял эстетику всего острова. И когда мы сейчас путешествуем по этому месту, мы видим, что архитектура не спорит с природой. Она является его частью, она не доминирует. И это очень круто. Смотровая небольшая. Про кафе я уже рассказала. Этажом выше магазин с сувенирами. Над ним еще одна смотровая площадка, где каким-то чудом меньше дует. Многие после посещения немного разочарованы. Зачем платить 6 евро за вход, если по дороге встречаешь не менее впечатляющие виды? Но это место больше не про панораму, а про ощущения.
По крайней мере, так написано на их брошюре. Ты не просто смотришь на вид, ты становишься его частью. С этого места особенно хорошо понимаешь масштаб Лансероте. Маленький остров, огромные горизонты и пространство, которое кажется почти бесконечным. В том числе благодаря этому сдержанному, почти аскетичному подходу Лансероте стал заметным. На фоне других Канарских островов с более эффектной природой он мог бы легко потеряться. Но сегодня именно эта выверенная эстетика отлично продается, и остров пользуется большим спросом. И если вы стали фанатом Сезара Манрике и хотите больше узнать о его жизни, можно заглянуть в дом, где он жил. Он находится недалеко от смотровой площадки. Здесь нет ощущения частной территории, отгороженной от мира. Двор, вулканический камень, растения – все собрано так, будто это естественное продолжение ландшафта. Единственная деталь, которая на первый взгляд немного выбивается – автомобиль во дворе. Манрике превратил его в арт-объект, добавив несколько деталей. При этом он не выглядит демонстрацией статуса, скорее напоминание о простом функциональном отношении к жизни и пространству. В целом эта локация не шокирует новыми впечатлениями и не предполагает чего-то радикально неожиданного. Но она отлично раскрывает, как Манрике жил и создавал пространство вокруг себя, и может послужить финальным штрихом в понимании эстетики острова. Эстетика Лансероте – это не только архитектура и идеи одного человека, это еще и жесткие природные условия, в которых острову пришлось научиться жить. Вулканическое извержение уничтожило треть острова, деревни под лавой, почва под пеплом. Осадков выпадает меньше, чем в Сахаре. Дождь идет 16 дней. Почва – это вулканический пепел, который не держит влагу. Казалось бы, о сельском хозяйстве можно забыть, тем более о виноделии. Но жители Лансероте сказали: нет, мы найдем способ, и придумали особую систему. Каждая лоза растет в отдельной ямке воронки диаметром около метра, выкопанной в черном вулканическом пепле. Вокруг лозы полукруглая стена из камней высотой 80-100 см, которая защищает от ветра. Пепел работает как губка, впитывает ночную влагу из тумана и воздуха, а днем медленно отдает ее корням. Посреди черной пустыни тянутся тысячи маленьких каменных полукругов, в каждом из которых растет одинокий куст. С высоты это выглядит так, будто инопланетяне расставили свои посадочные модули. Возможно, именно так будет выглядеть сельское хозяйство на Марсе. Чтобы посмотреть на эти вулканические воронки, можно проехать по так называемой винной дороге. Но похожие приемы выращивания применяются по всему острову, не только на виноградниках, но и в самых обычных местах. Особенно интересно выглядят частные огороды. Те же каменные полукруги и ямки в пепле, только вместо лоз – овощи для собственного потребления. Все выглядит сурово, почти аскетично. Иногда огород ограничен лишь самими посадками, без дополнительных ограждений. Но и такие участки смотрятся очень эффектно. Чаще всего здесь выращивают корнеплоды, то, что не требует пышной листвы и способно выживать в этих условиях. И именно здесь особенно остро понимаешь, сколько труда стоит самый простой продукт. Это уже не про хобби и не про экотренд, а про упрямое, почти философское умение договариваться с землей. Лансероте часто сравнивают с Марсом. И это не только из-за визуального сходства. У острова есть и практическая сторона. Его используют как земной аналог марсианских ландшафтов для научных экспериментов и тренировок. Здесь НАСА и другие космические агентства тестируют технику, отрабатывают работу с образцами и учат астронавтов ориентироваться в среде, максимально далекой от привычной земной. Вулканическая почва, лавовые поля, почти полное отсутствие растительности и ощущение изоляции делают Лансероте одним из самых убедительных инопланетных мест на Земле. Все это вы ощущаете особенно ярко, когда попадаете в самый центр этих ландшафтов. Национальный парк – это сердце вулканического Лансероте и одно из самых популярных мест на острове. Сюда приезжают все – и те, кто хочет увидеть Марс на Земле,
и те, кто просто ставит галочку в списке достопримечательностей. Территория огромная, 5000 гектаров застывшей лавы, кратеров и абсолютной пустыни. Но есть нюанс. Сам парк пускают только на специальных автобусах по 30-минутному маршруту. Выходить из них нельзя. Снимать через стекло – тот еще квест, особенно если место у окна не твое. Но есть и альтернативный вариант, который почти не уступает автобусному маршруту. Можно проехать по невероятно живописной дороге. Это настоящая находка для тех, кто хочет крутые кадры. В какой-то момент возникает ощущение, будто ты попал в финальную сцену фильма «Битва за битвой». Та же пустота, масштаб и чувство, что находишься вне времени и привычной реальности, снимая дорогу в никуда посреди бесконечных лавовых полей. Пустыня, черная земля, кратеры и вдруг верблюды. Контраст просто запредельный. Эту дорогу я не встречала ни в одном списке самых живописных маршрутов, но в моем личном рейтинге она точно занимает особое место. И за впечатляющие виды, и за ощущение масштаба, тишины и редкое чувство, что ты едешь не по острову, а по другой планете. Но одно дело смотреть на вулканы через стекло экскурсионного автобуса или автомобиля, и совсем другое – оказаться рядом с ними без ограничений. Этот вулкан находится прямо на границе национального парка. Вход сюда бесплатный, и, на мой взгляд, это одна из самых впечатляющих точек Лансароте. Контур кратера напоминает разбитый стеклянный бокал. Из-за этого силуэт легко узнается. Пейзаж вокруг контрастный. Застывшие лавовые потоки чередуются с мягкими склонами вулканического пепла, где уже появляются тонкие слои зелени. Природа медленно возвращается сюда спустя почти 300 лет. Кольцевой маршрут проходит вокруг вулкана и составляет около 4 километров. Это спокойная прогулка без подъемов, но ощущение масштаба не отпускает ни на минуту. Вулкан все время рядом, и ты буквально обходишь его по периметру, разглядывая форму, фактуру и следы прошлых извержений. Но настоящее волшебство – это то, что ты можешь спуститься прямо в кратер, пройти мимо застывшей лавы и пепла и почувствовать себя персонажем какого-то фантастического фильма. Эту локацию ни в коем случае нельзя пропускать, потому что она является знаковой для этого острова. Именно отсюда началось извержение вулканов, которое продлилось 6 лет. Внутри кратера особенно остро чувствуешь масштаб происходящего здесь когда-то. Звуки почти исчезают, а пространство будто замыкается вокруг тебя. Это редкий опыт не смотреть на вулкан со стороны, а оказаться внутри. К сожалению, насладиться этим местом в полной мере не получилось. Как ни странно, главным препятствием стали погодные условия. Я в начале видео говорила о том, что этот остров славится своей прекрасной погодой. Здесь 300 дней постоянного солнца, практически нет дождей. Но нам жутко не повезло, потому что на протяжении практически всей нашей поездки погода нас не очень радовала. Постоянные ветра дуют со всех сторон, сносят буквально с ног, подташнивает даже от такого ветра. И погода постоянно меняется. То дождь, то через 5 минут солнце, то снова дождь. И, наверное, все вот эти 66 дней плохой погоды, добрую часть мы, конечно, все-таки захватили. Погода удивляла нас как могла. Например, на обратной дороге пошел дождь, которого не было ни в одном прогнозе. И с каждым шагом он становился все сильнее. Но несмотря на это, хочется отметить, что тут виды просто они неземные, они фантастические. Ты идешь, вокруг тебя просто все черное, все эти камни. Выглядит как место, которое находится за пределами планеты Земля. Ну, конечно, впечатляет. Что уж я там разжаловалась, что тут дождик покапал. Ничего страшного, дождик покапал, зато воспоминания останутся, что я была в таком замечательном, невероятном месте. Не сахарная, не растаю. Дождавшись, пока погода немного улучшится, мы поехали к следующей локации. Если в предыдущем вулкане можно было зайти внутрь кратера, то здесь предстоит перейти на новый уровень
и пройтись по самому гребню. Это один из самых узнаваемых пеших маршрутов на острове. И не только из-за масштаба, но и благодаря тому ощущению, которое возникает, когда ты идешь прямо по краю огромной воронки. Подъем и спуск занимают около 2 часов, в зависимости от темпа и остановок на фото. Дорога не самая комфортная, острые лавовые камни требуют внимания, поэтому рекомендуют одевать удобную обувь. Еще перед походом советуют проверять прогноз, так как подниматься или идти по узкому гребню при сильном ветре просто опасно. В нашем случае ветер был на грани, так что идти было довольно комфортно. Тропа постепенно выводит на гребень, откуда открываются панорамы, которые сложно соотнести с реальностью. Но вид, конечно, эпичный. К сожалению, камера не передает всех размеров, всю мощь. Но это просто какой-то гигантский вулкан. У этого вулкана самый большой кратер на острове. Диаметр 1200 метров. Это примерно 12 футбольных полей. Внутри почти идеально круглая воронка, уходящая вниз на сотни метров. Стоишь на краю и пытаешься осознать, что перед тобой не просто геологический объект, а след невероятной силы. Сложно описать словами все эмоции, которые здесь испытываешь. И если представить, как несколько сотен лет назад началось извержение вулкана, как лава здесь просто заполняла пространство, был огонь, дым, начинаешь осознавать, что все это больше походило на ад на земле, чем на какое-то прекрасное место. И скажу честно, стоять здесь на хребте по истечении стольких лет немного страшно. Чувствуешь некую опасность, некое преклонение перед природой, это, конечно, непередаваемо. Здесь действительно чувствуется, что природа сильнее всего, что мы можем себе представить. При этом доступ к маршруту полностью свободный, вход бесплатный, тропа открыта круглый год, но идти все же стоит в светлое время. Рядом находится еще один вулкан. Он заметно меньше, но именно соседство этих двух форм делает пейзаж особенно выразительным. Оба вулкана уцелели во время извержений, хотя между ними застыла огромная масса лавовых потоков. Еще одно напоминание о том, насколько живой и непредсказуемой была эта земля. К сожалению, по разным причинам нам не удалось побывать во всех запланированных местах. По сути, мы исследовали только северную часть острова. И хотя большую часть времени провели среди вулканов и пустынных ландшафтов, нам удалось заглянуть и в несколько городов, которые тоже заслуживают внимания. Начнем с Тегисе, бывшей столицы острова, возле которой располагалась наша резиденция. Город приятно удивляет своей тишиной и размеренным ритмом. Архитектура, гармония белых фасадов, небольшие площади и улочки создают ощущение спокойствия и уюта. В центре города стоит главная церковь. Простая, но очень выразительная. Она как будто подчеркивает сдержанную эстетику Тегисе. Ее башня – самое высокое здание в городе. И именно вокруг нее выстроена вся структура. Часто сюда приводят экскурсионные группы, не сколько ради религиозной тематики, сколько из-за того, что церковь хорошо иллюстрирует исторический облик города и его прежний статус столицы. Город очень компактный, достаточно немного пройтись от центра и уже оказываешься почти на окраине. Но несмотря на скромный размер, в городе есть несколько уютных кафе и небольших магазинов. В Тегисе легко почувствовать, как местные жители ценят простую эстетику и спокойствие, что гармонично перекликается с общей атмосферой Лансароте. По воскресеньям город оживает. Здесь проходит один из самых известных рынков на Канарских островах. Мы, к сожалению, были в будни и не застали его во всей красе. Но даже так город оставил приятное впечатление. Теперь немного поговорим о действующей столице острова. Первое впечатление, которое здесь складывается, кажется, что о Сезаре Манрике здесь никто не слышал. Или, по крайней мере, решили проигнорировать.
Та самая выверенная эстетика, о которой мы говорили в начале, белые домики, единый стиль, гармония с природой здесь как будто испаряется. И город живет совсем по другим правилам. Когда читаешь про архитектурные нормы Лансароте, постоянно натыкаешься на упоминание вот этого отеля. Это огромная стеклянная башня, которая торчит посреди города, как памятник тому, что могло бы случиться со всем островом, если бы вовремя не ввели запреты. Это единственная высотка на Лансароте, 17 этажей стекла и бетона, которые смотрятся здесь максимально чужеродно. Местные часто приводят этот отель как наглядный пример того самого ужаса, от которого Манрике спас остальные города. При этом и другие здания в столице не всегда вписываются в строгие нормы. Более плотная застройка, больше визуального шума, больше компромиссов между эстетикой и функцией. Просто на фоне отеля остальные здания уже не так бросаются в глаза. Они могут не попадать в тот самый идеальный манриковский образ. Ну и не выглядят настолько демонстративно, как эта стеклянная вертикаль. Дело в том, что это место, где реально живут люди. Здесь обитает почти половина всего населения острова. Это порт, администрация, бизнес. Городу нужно было расти. И в какой-то момент функциональность победила эстетику. Здесь чувствуешь себя не на марсианском острове, а в обычном, немного хаотичном испанском городе. Но есть здесь один угол, который все-таки цепляет и немного примиряет с реальностью. Это не совсем набережная, а скорее внутренняя лагуна. Вода заходит прямо в город, образуя естественную гавань. Маленькие рыбацкие лодки покачиваются на воде. Вокруг плотная стена из белых домиков и кафе. Выглядит это гораздо уютнее, чем остальные части столицы. Кстати, говорят, что к благоустройству этой зоны все-таки приложил руку сам Манрике. И, возможно, именно поэтому это единственная часть столицы, которая выглядит настолько органично. Но если вы все-таки не хотите портить романтичный неземной образ острова, в столицу лучше не заезжать. А вот куда точно стоит проложить свой маршрут, так это райское местечко для всех серферов. Это сейчас здесь повсюду доски, гидрокостюмы и атмосфера вечного лета. Но так было не всегда. Еще в 80-х Фамара была глухой рыбацкой деревней, куда даже нормальной дороги толком не было. Местные жили тем, что давал океан. Ловили рыбу с лодок, сушили ее на ветру, а на террасах утесов сажали ячмень. Но потом пришли серферы. Сначала австралийцы и калифорнийцы, которые открыли для себя здешние волны. А за ними подтянулись и школы. Сегодня здесь около 15 серф-школ, и все крутится вокруг океана. Если вы новичок, вам точно сюда. Уроки обычно длятся по 2 часа, группы небольшие, оборудование, мягкую доску и теплый гидрокостюм вам выдадут на месте. Сам пляж – это отдельная история. 6 километров золотого песка у подножья огромных 300-метровых утесов. Выглядит это эпично. С одной стороны стена из скал, с другой – бесконечный океан. С ноября по март сюда приходят идеальные волны, стабильные и предсказуемые. Ломаются они над песчаным дном, а не над рифами, так что падать здесь не страшно. Кстати, именно благодаря серф-культуре здесь сложилась очень приятная, расслабленная инфраструктура. В поселке полно классных мест, где можно выпить флэт white или свежий смузи. Так что даже если вы не собираетесь вставать на доску, место вам все равно понравится. Здесь особая энергетика, не пафосно-курортная, а живая и настоящая. Можно просто гулять вдоль кромки воды, смотреть, как сотни маленьких фигурок пытаются поймать свою волну и чувствовать ту самую свободу, ради которой люди и приезжают на Лансароте. Кстати, серферы не единственные, кто почувствовал всю прелесть этого острова. Лансароте буквально захвачен велосипедистами. Их здесь тысячи. Вы увидите их везде. Остров стал настоящей тренировочной базой для профессионалов со всего мира. И дело не только в идеальном асфальте.
Главная причина – все тот же ветер. Местные шутят, что велотренировка на Лансароте считается за 2. Если ты научился крутить педали против здешнего пассата, тебе уже ничего не страшно. Но оставим спортсменов бороться с ветром и волнами, а сами отправимся дальше на север. В место, которое предлагает совсем другие отношения с океаном. Добро пожаловать в Пунта-Мухерес. Это рыбацкая деревня, которая сохранила тот самый аутентичный дух, который в столице уже немного размылся. Но едут сюда не только за атмосферой, а за уникальным природным явлением – природными бассейнами. По сути, это ванны из застывшей лавы. Природа сама создала здесь каменные бортики. Во время прилива океанская вода заполняет эти углубления, но лавовые стены гасят волны. Получается удивительный эффект. В 2 метрах от тебя бушует Атлантика, бьются волны, а ты спокойно плаваешь в зеркально чистой воде. Это, пожалуй, самый безопасный и расслабленный способ искупаться в океане на этом острове. И раз уж мы здесь, невозможно пройти мимо еще одной локальной знаменитости, которая внезапно стала звездой соцсетей. Среди строгой бело-зеленой архитектуры этот дом выглядит настоящим бунтарем. Его хозяйка превратила фасад и террасу в какой-то невероятный сад. Все уставлено горшками, кактусами и цветами так плотно, что стен почти не видно. Это не музей и не кафе, просто частный дом. Но он настолько фотогеничен и так выбивается из общего минимализма, что стал чуть ли не главной точкой притяжения в деревне. И самое интересное, что в этом кажущемся бардаке все равно чувствуется какая-то общая гармония и любовь к месту. В целом вся деревня оставляет именно такое впечатление. Очень милая, симпатичная и по-домашнему уютная. И напоследок, место, которое буквально разбило мне сердце. Я даже пожалела, что мы не остановились именно здесь. Это Ла-Санта. Мы попали сюда почти случайно. Просто искали ресторан, у которого были неплохие отзывы. И если еда особого впечатления не произвела, то местные виды поразили моментально. Возможно, дело в том, что мы приехали в идеальное время, на закате. Мы просто стояли и смотрели, как огромные волны с грохотом разбиваются о черные скалы, а солнце медленно уходит в океан. В этот момент ты физически чувствуешь эту чистую мощь и силу природы. Может быть, если бы мы оказались здесь днем при ярком солнце, впечатление было бы другим. Но именно тогда, когда океан стал почти черным, а небо догорало закатными красками, пришло понимание. Вот ради таких моментов и стоит терпеть все неудобства. Ветер, холод, усталость. Все это мгновенно ушло на второй план. Это был идеальный финальный штрих для знакомства с островом. Место, где ничего не хочется улучшать или менять, а хочется просто быть. И я очень надеюсь, что однажды обязательно сюда вернусь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока.